17 лет назад внимание всего мира привлекли две маленькие девочки. Кендра и Малия Херон, сиамские близнецы, перенесли операцию, изменившую их жизнь. Но на этом их история не закончилась. Это было только начало. И вот что случилось с ними после того, как их разлучили. В коридоре больницы было тихо, но в операционной царило напряжение. Доктор Ребекка Майерс стояла над двумя маленькими телами на столе. Ее руки не дрожали, когда она брала свои инструменты. Это была не просто операция, а шанс подарить двум маленьким девочкам разные жизни. Кендра и Малия Херон, 4-летние близняшки, ждали этого момента всю свою жизнь. Появившись на свет с сросшимися животиками, с общими важными частями тела, такими как почки и печень, они уже превзошли все ожидания, просто оставшись в живых. Теперь пришло время посмотреть, смогут ли они жить порознь. За несколько месяцев до операции мама и папа близнецов, Аарон и Джейк, оказались в центре ожесточенных медицинских и этических дебатов. Вместе с врачами и специалистами по этике со всей территории Соединенных Штатов и Европы они пытались решить сложный вопрос. Правильно ли было разделять близнецов? Эрин и Джейк Херон присутствовали на бесчисленных совещаниях, и на их сердцах лежала тяжесть принятого решения. Они слушали, как медицинские работники высказывали противоречивые мнения, каждое из которых могло изменить жизнь их дочерей. При воспоминании о холодном совете врача просто прервать беременность у Эрин по спине до сих пор пробегали мурашки. Линия. Я помню, как один врач сказал нам, что все, что находится у них под грудью, это просто месиво, вспоминает Эрин прерывающимся голосом. Он сказал, что у них нет органов, необходимых для самостоятельного выживания вне моей матки. Но среди неопределенности и страха один момент изменил все для Эрин. Во время магнитно-резонансной томографии она впервые увидела лица своих дочерей вблизи. «Я мгновенно влюбилась», — сказала она, и ее глаза наполнились слезами. В тот момент я поняла, что сделаю все, чтобы они благополучно появились на свет, даже если это будет означать риск для моей собственной жизни. Пока шли дебаты, Эрин и Джейк черпали силу в своей вере и друг в друге. Они проводили долгие ночи, исследуя, молясь и представляя, что может означать раздельная жизнь для Кендры и Малайи. Девочки, пребывая в блаженном неведении о грозе, которая их окружала, продолжали расти и процветать, несмотря ни на что. После нескольких месяцев раздумий Эрин и Джейк приняли решение. Они верили, что операция по раздельному проживанию дает их дочерям лучший шанс жить нормальной, независимой жизнью. С непоколебимой решимостью они начали готовиться к предстоящему сложному путешествию, цепляясь за надежду и любовь, которые привели их так далеко. Когда доктор Майерс приступил к операции, мама и папа близнецов нервно ждали в другой палате. Они крепко держались за руки, надеясь и молясь, чтобы с их маленькими девочками все было в порядке. Джейк прошептал Эрин, что они борцы. Они зашли так далеко. Эрин кивнула, сжимая в руках плюшевого мишку, который принадлежал близняшкам. Она не могла перестать думать о том, как сильно изменится их жизнь. Когда они вернулись в операционную, стало страшно. Один из аппаратов начал очень громко пищать. «Сердце Малии бьется слишком быстро!» — крикнула медсестра. Доктор Майерс знала, что им нужно работать быстрее, чтобы спасти обеих девочек, но она не собиралась сдаваться. Она в долгу перед этими сестрами, которые, несмотря ни на что, были рядом сегодня. Возле больницы репортеры с большими камерами ждали, что будет дальше. Все хотели, чтобы с близнецами все было в порядке. После долгих часов работы доктор Майерс наконец вышла, чтобы поговорить с Эрин и Джейком. Она выглядела очень уставшей, но на ее лице сияла широкая улыбка. Сказала она, что ваши девочки разошлись, и у них все хорошо. Эрин и Джейк обнялись, заливаясь слезами счастья. Их мечта сбылась. Кендра и Малия теперь были двумя разными маленькими девочками, у каждой из которых было по одной ноге.
После 6 недель, проведенных в больнице, они вернулись домой. Процесс восстановления был напряженным, бинты приходилось менять 3 раза в неделю, на что уходило по 2 часа на каждого ребенка. Несмотря на трудности, семья оставалась решительной и оптимистичной. Но впереди все еще были трудности. Восстановление Малии было особенно сложным. Помимо интенсивной смены повязок, ей требовалась новая почка, потому что та, которую она делила с Кендрой, после операции осталась у ее сестры. Малия была вынуждена пройти курс диализа, пока их мама Эрин не решила отдать одну из своих почек. «Я готова на все ради своих девочек», – смело заявила она. Малии также требовалось дополнительное питание через зонд для кормления, чтобы ее организм получал все необходимое для нормального выздоровления. 3 раза в неделю она проходила процедуры диализа, чтобы подготовить свой организм к предстоящей пересадке почки. Эти сеансы были изнурительными для молодой девушки, но она выдержала их с поразительным мужеством. Эрин и Джейк по очереди сопровождали ее, утешая и подбадривая на протяжении всей процедуры. Несмотря на сложный график и физические нагрузки, связанные с процедурами, Малия оставалась сильной духом. Пересадка почки была еще одной сложной процедурой. Врачи потратили часы на то, чтобы подсоединить донорскую почку к кровеносным сосудам и мочевыделительной системе Малии, надеясь, что это даст ей новую жизнь. После пересадки маленький боец провел в больнице больше недели. Бригада медиков постоянно находилась начеку, проверяя ее жизненные показатели, количество выделяемой мочи и анализы крови, чтобы убедиться, что новая почка функционирует должным образом. Они следили за любыми признаками инфекции или отторжения, всегда готовые действовать в случае необходимости. Когда состояние Малии стабилизировалось и появились признаки выздоровления, команда медиков начала готовиться к ее выписке. Они научили Эрин и Джейка, как ухаживать за новой почкой их дочери, объяснив важность лекарств, диеты и регулярных осмотров. Наконец настал день, когда их отпустили домой. Это был радостный, но в то же время нервный момент для семьи. Они покинули больницу, вооружившись расписанием приема лекарств, рекомендациями по питанию и расписанием последующих посещений. Но это было только началом нового приключения для семьи Херон. Близнецам пришлось научиться делать все по-другому теперь, когда они больше не были вместе. Поначалу это было трудно. Кендра и Малия привыкли всегда быть рядом друг с другом. Теперь им пришлось научиться спать в разных кроватях и все делать самостоятельно. Иногда они пугались и плакали друг о друге по ночам. Эрин и Джейк усердно трудились, чтобы помочь своим дочерям приспособиться. Они читали им сказки, пели песни и напоминали, что хотя они больше не были связаны физически, они все еще были сестрами, которые очень любили друг друга. По мере того, как близнецы подрастали, их медицинский путь продолжался. Каждые 6 месяцев Кендре и Малии делали операции по выпрямлению позвоночника, что было необходимо для правильного роста их тел. Эти операции были сложными, но девочки справлялись с ними с поразительным мужеством. Ежедневная физиотерапия стала неотъемлемой частью их жизни, помогая им набраться сил и улучшить подвижность. Близнецы работали не покладая рук, превозмогая боль и усталость, всегда подбадривая друг друга на этом пути. Новая глава началась, когда они начали учиться пользоваться костылями и протезами конечностей. Это был медленный и порой разочаровывающий процесс. Но Кендра и Малия подошли к нему решительно и с юмором. Они часто превращали свои терапевтические занятия в игры, превращая сложные задачи в дружеские соревнования. Их успехи вдохновляли. С каждым днем девочки становились все более самостоятельными, их уверенность росла вместе с их физическими возможностями. По мере того, как близнецы становились сильнее, они начали открывать для себя новые возможности. Кендре нравилось, что она может перевернуться на другой бок в постели, не беспокоясь о том, что причинит сестре боль. Малия была рада обнять своих маму и папу в одиночестве. Пока все это происходило, старшая сестра близнецов, Кортни, пыталась определить свое место в семье. Она любила своих младших сестер, но иногда чувствовала себя обделенной тем вниманием, которое они получали.
Джейк заметил это и стал проводить с Кортни больше времени, водя ее на рыбалку и помогая с домашними заданиями. Однако близнецы столкнулись с новыми трудностями. Ходить в школу было увлекательно, но и страшно. История. Некоторые дети были действительно милыми и хотели с ними дружить. Другие были не такими добрыми и иногда говорили гадости о том, как близнецы выглядели или ходили. Кендра и Малия научились заступаться друг за друга. Если кто-то был груб с Малией, Кендра просила его прекратить. Если Кендре было грустно, Малия рассказывала ей смешную шутку, чтобы рассмешить ее. Вскоре другие дети начали замечать различия между близнецами и узнали их просто как Кендру и Малию, двух веселых, добрых девочек, у которых была удивительная история. По мере того, как они росли, близнецам начали нравиться разные вещи. Кендра обнаружила, что ей нравится рисовать. Она часами рисовала красивые цветы и животных. Малия влюбилась в музыку и научилась играть на гитаре, хотя одной рукой это было непросто. Их младшие братья, Остин и Джастин, которые родились после того, как близнецов разлучили, считали своих старших сестер самыми крутыми. Они просили Кендру порисовать для них и потанцевать, пока Малия играла песни на гитаре. Но это не всегда было легко. Близнецам по-прежнему приходилось часто ходить к врачу на осмотры, а иногда и на дополнительные операции. Каждый раз, когда они возвращались в больницу, к ним возвращались воспоминания о серьезной операции, которая разлучила их. Однажды Малия серьезно заболела. У нее были проблемы с почкой, которую ей пересадила их мама. Она попала в больницу и оставалась там долгое время. Кендра боялась за свою сестру и ужасно скучала по ней. В это трудное время Кортни пришла на помощь. Она навещала Малию в больнице, приносила свои любимые книги и рассказывала ей забавные истории о том, что происходило в школе. Она также помогала ухаживать за Остином и Джастином дома, давая своим родителям больше времени, чтобы побыть с Малией. Наконец, после нескольких недель беспокойства, Малии стало лучше. Когда она вернулась домой из больницы, вся семья устроила большую вечеринку, чтобы отпраздновать это событие. Они ели пирожные, играли в игры и просто наслаждались общением. Шли годы, Кендра и Малия продолжали сталкиваться с трудностями, но их сила и связь становились все крепче. Они вступили в подростковый возраст со смесью типичных подростковых проблем и уникальных медицинских потребностей. Регулярные осмотры и периодические процедуры стали нормальной частью жизни. Но они не позволяли этим вещам определять, кем они были. В старших классах были проблемы с учебой и социальные барьеры. Девочкам часто приходилось объяснять свою историю любопытным одноклассникам. Иногда они уставали от того, что на них смотрели как на чудо медицины, а не как на обычных подростков. Сейчас, спустя 18 лет после революционной операции по разделению детей, Кендра и Малия превратились в вдохновляющих молодых женщин. Страсть к искусству переросла у Кендры в талант к цифровому дизайну. Она начала создавать логотипы для местных компаний и даже оформила обложку школьного ежегодника. Любовь Малии к музыке привела ее к тому, что она присоединилась к школьному хору, где ее уникальный голос и целеустремленность вдохновили одноклассников. Путешествие близнецов также оказало неожиданное влияние на их семью. Джейк, их отец, стал адвокатом семей, сталкивающихся с аналогичными медицинскими проблемами. Он организовал ежемесячную группу поддержки в местном общественном центре, предлагая рекомендации и внимательно слушая родителей, принимающих сложные медицинские решения для своих детей. Их мать Эрин, старшая сестра Кортни и младшие братья Остин и Джастин по-прежнему являются их самыми преданными поклонниками и будут любить и лелеять их вечно. Что вы думаете об удивительном путешествии Кендры и Малии? Приходилось ли вам когда-нибудь преодолевать серьезные трудности в своей жизни? Как вам это удалось? Поделитесь своими мыслями в комментариях ниже. До следующего раза продолжайте верить в себя.